Снятие санкций с Ирана и возникновение санкционного режима в отношении уже России может сильно изменить структуру нашего товарооборота. И он уже, вот судя по последним полгода, по данным за последние полгода, меняется. Во-первых, ограничение экономического сотрудничества России с Европой повышает для нас роль Ирана как возможного поставщика ряда товаров и технологий, которые он может уже развивать в новых условиях. Ну вот, например, общеизвестно, что российский рынок испытывает дефицит в лекарствах, а по шестому пятилетнему плану фармацевтика должна стать экспортной отраслью Ирана. Во-вторых, возрастает роль Ирана как поставщика продовольственной продукции в нашу страну, особенно вот в связи с изменением отношений с Турцией. В январе дано разрешение, как вы знаете, 25 иранским компаниям на поставки продовольствия на российский рынок. Иран готов поставлять в Россию и молочную продукцию, и рыбную продукцию и так далее. Но вот иранским экспортерам, конечно, следует все-таки учитывать, что вот эта ситуация, возникшая в России сейчас, она может измениться в любое время. И заняв место на российском рынке, иранским компаниям нужно постараться сохранить его за счет развития соответствующих технологий по обработке, по упаковке товаров, по организации их продажи. Наверное, Россия все-таки, несмотря на то, что недавно было заявлено, что Иран не будет закупать пшеницу в России, но все-таки, наверное, Россия останется для Ирана в случае необходимости и поставщиком тоже необходимой сельскохозяйственной продукции, в том числе и пшеницы. Пятое. Конечно, для России Иран останется важным рынком для сбыта промышленной продукции и технологий. Некоторые из российских компаний, которые приняли участие в недавней российской промышленной выставке в Тегеране, смогли заключить хотя бы предварительное соглашение. Нужно сказать, что даже то, что приехало 350 представителей более чем 80 компаний, уже сам этот факт говорит о заинтересованности российского бизнеса в иранском рынке. Нужно сказать, что в рамках даже только этой выставки достигнута договоренность о запуске линии по производству комбайнов при участии российского и иранского частных секторов. Достигнута договоренность о передаче Ирану технологий по производству железнодорожных рельсов длинномерных. Да, это тоже в рамках этой же выставки. Нужно сказать, что пусть в ограниченном масштабе, но возвращается «Лукойл». Но я считаю, это только начало. Представляется, что российские предприниматели недостаточно используют возможности свободных и специальных экономических зон. Эти зоны создаются Ираном по периметру своих границ, и морских, и сухопутных. Я об этом постоянно говорю, но действительно примеров того, чтобы наши компании входили в эти зоны, пока нет. А ведь это очень, скажем, оптимально для российских компаний. Но нужно сказать, что и иранские предприниматели тоже недостаточно используют возможности наших российских индустриальных парков. Возможным стимулом для развития наших экономических отношений, особенно в среднесрочной и дальносрочной перспективе, может стать проводимые последние годы в обеих странах, что в Иране, что в нашей стране, политика поддержки малого и среднего бизнеса. Сам опыт пребывания страны под санкциями, и иранский опыт, и наш опыт, он показывает, что все-таки в первую очередь наиболее уязвимыми в этом режиме оказываются крупные компании, а вот мелкий и средний бизнес, он остается на плаву.
возросла вероятность расширения наших связей в рамках региональных организаций и региональных проектов. Возможно, что вот Север-Юг, тот МТК, который в последние годы из-за санкций, в общем-то, не был очень активен, снова будет активизирован. Россия очень серьезно рассматривает возможность подключения Ирана к проекту Евразийского союза, что тоже выгодно для обеих стран и может дать подключение Ирана, может быть, дать толчок даже к активизации его деятельности.